Привет, друзья! С вами снова канал Небеглый. Мы продолжаем говорить без лжи, без страха, без цензуры. Скандалы и интриги стали уже привычными для белорусских новостей в эмиграции. А в условиях, когда белорусская независимая журналистика похоронена под толщей офисных грантов, становится все сложнее находить правду в этом нескончаемом потоке пропаганды. Но мы все-таки попробуем. Нашим зрителям напоминаем, чтобы обязательно подписывались на наш канал, оставляли свои комментарии и ставили лайки. Делитесь видео со своими друзьями. В наше непростое время правдивой информации приходится пробивать себе дорогу. И без вашей помощи этого не получится сделать. Ну что ж, поехали. На минувшей неделе, на удивление, Сергея Тихановского практически не было слышно в информационном пространстве. Видимо, Сергей и его команда решили поменять тактику поведения с белорусами. С наскока на одной харизме не получилось. Втюхать белорусам новый план перемога за 200 тысяч евро. Поэтому решили изменить подходы. И, наконец-то, сделали то, что должны были сделать сразу. Занялись восстановлением здоровья Тихановского. Ну и параллельно решили восстанавливать репутацию после многочисленных противоречивых высказываний. Тут тебе и сбор на бойцов, почти как у всех политзеков, и видеосценировок, и даже выступление Светланы Тихановской в зачту своего мужа. Мы не конкуренты, мы дополняем друг друга. Мы все разные, но вперед мы идем вместе. Мы снова пожелаем Сергею Тихановскому скорейшего восстановления после белорусского ГУЛАГа. Тем более отзывчивые белорусы буквально за полдня собрали для Сергея нужную сумму на восстановление. Но даже этот момент офисные СМИ решили использовать в своих пропагандистских целях. Мол, вот, посмотрите, как белорусы любят и верят Тихановскому. Причем некоторые адепты даже не стеснялись в крепких выражениях. Ну, да это пусть будет на их совести. Мы же со своей стороны лишь порадуемся, что у Сергея Тихановского теперь уже точно есть деньги на восстановление здоровья. В конце концов, он один из нас, бывший политзаключенный. Медицина в Европе– удовольствие дорогое и доступно далеко не каждому белорусу, вынужденному после тюрьмы покинуть родину. А нашим не очень внимательным зрителям напоминаем, что за месяц так и не произошло ожидаемого Сергеем Тихановским освобождения всех или многих политзаключенных, как и не произошло сокрушительного первого удара по режиму Лукашенко через 3 недели. Не скажу, что мы прям верили в эти события, но очень хотелось бы, чтобы люди, претендующие на лидерство в белорусской эмиграции, сначала думали, а потом говорили. И, наконец-то, стали отвечать за свои слова и действия. Кстати, если возвращаться к пресловутым 200 тысячам евро, то белорусские активисты в Польше собрали нужную сумму и даже готовы были передать ее Тихановскому. Но за минувшую неделю реакция от Сергея на это предложение так и не поступила. Видимо, условия были неподходящие. Ребята на этом не остановились и решили упростить задачу для семьи Тихановских и предложили сумму гораздо меньше– 15 тысяч евро. За прошедшую неделю после публикации нашего видео мы не получили никакой обратной связи. Ну, если не считать неумелого стендапа на канале «Страна для жизни». Ранее Сергею Тихановскому хватило буквально пару дней, чтобы обвинить белорусов в нежелании помочь ему нанести сокрушительный удар по режиму Лукашенко. Но как только такое предложение поступило, то ему не хватило недели, чтобы как-то на него отреагировать. Даже не лично, а через так называемые независимые СМИ. Лидеры так не поступают. Создается впечатление, что этот удар никому на самом деле и не нужен. И мы не удивимся, если офис Светланы Тихановской постарается избавиться от Сергея в ближайшее время.
Однако последовала волна вопросов и обращений от обычных людей, простых белорусов к нам. И ответы на все их вопросы, мы уверены, лежат в одном. Что происходило в кабинете Ярмошиной? Мы адны з першых пачалі задаваць гэтае пытанне яшчэ некалькі гадоў таму. Адказу не атрымалі. Адзінае, што вядома ўсім, гэта тое, што Лукашенко даў 15 тысяч даляраў свеце на нейкія патрэбы. І вось зараз мы гатовыя заплаціць гэтыя 15 тысяч даляраў, але за поўную і дакладную інфармацыю пра тое, што адбывалася ў кабінеце Ярмошинай. Людзі жадаюць ведаць. Пытанняў шмат, адказаў няма. Жыве Беларусь! Живи вечно! Да и взамен попросили немного, всего-то рассказать всю правду, о чем был тот самый разговор в кабинете Ермошиной в 2020 году. Реакции на это предложение также пока что не последовало. Зато на этой неделе последовала реакция на санкции, введенные Польшей в отношении Мошенского. Реакция последовала со стороны белорусских СМИ, которые когда-то были независимыми. Они не стесняются в открытую защищать один из кошельков Лукашенко, фактически обвиняя польскую сторону в том, что они незаконно напали на честнейшего бизнесмена. Что интересно, даже лукашенковские СМИ так не защищают Мошенского. И тут возникает резонный вопрос. Так может, нужно проверить представителей этих самых типа независимых СМИ на связь с режимом? Мне кажется, для польских спецслужб есть работа по выявлению агентов режима у себя под носом. С Мельниковой они тоже прокололись. Надо тоже восстанавливать репутацию. Кстати, так называемые независимые СМИ решили попутно с Мошенским еще и Мельникову обелить в глазах общественности. А так как с версиями дефицит, то решили давить на материнские чувства. Представители этих самых, господи прости, типа независимых СМИ выдвинули версию, что Мельникова забеременела. И, видимо, по их версии, состояние токсикоза, вызванное беременностью, и стало причиной того, что повела себя Анжелика неадекватно. И на эмоциях в связи с нестабильным состоянием методично переводила деньги со счета своей фундации, а потом укатила в закат. Версия на уровне детективного агентства «Арекс». И по-прежнему полная тишина по кейсу Мельниковой от господина Латушко. Что говорит полиция, в которую обратилась Латушко в связи с пропажей своей подчиненной? Непонятно. Или Пал Палыч снова надеется, что у белорусов короткая память? Нет. Мы все прекрасно помним, кто привел Мельникову в НАУ и КС. И за это придется еще отвечать. Продолжает набирать обороты и скандал вокруг так называемых помогающих организаций. Не успел еще улечься скандал с махинациями и сливами в фонде BuyHelp, как на арену вышел небезызвестный господин Стрижак, глава фонда Байсол, и нанес сокрушительный удар по репутации не только своего фонда Байсол, но и Международного гуманитарного фонда, созданного при офисе якобы для помощи политзаключенным и репрессированным. Как это мило! Без перерыва! Как это мило! Этот фонд еще толком и не начал работать, а уже скандал за скандалом. Сначала на сливах и финансовых махинациях пойман один участник, теперь скандал на сексуальной почве у другого. Также, по пока что неподтвержденной информации, нам стало известно, что сняли человека, который курировал Международный гуманитарный фонд со стороны одного из основных доноров – Норвежского Хельсинского комитета. Что же нас ждет дальше? Кто еще отметится в скандалах среди якобы помогающих прикорытников? Может, европейцам пора понять, что вопросами помощи репрессированным и политзаключенным должны заниматься сами бывшие политзаключенные и репрессированные, которые знают, в чем реально нуждаются белорусы, пострадавшие от режима.
у которых есть реальная эмпатия к таким же, как они сами, и у которых есть доверие к друг другу. А политические мошенники, которые оседлали тему борьбы с режимом и используют ее для личного обогащения и благополучия, должны отойти в сторону. Естественно, перед этим дать полный отчет о проделанной работе. А то у них вошло в моду вляпаться в скандалы, слить данные белорусов, а потом друг друга защищать. В то время как обычные белорусы получают реальные сроки на родине. На этом фоне снова приходится вспоминать дело печально известного Гаюна. Оказалось, что цифры, озвученные ранее, это были лишь цветочки. Масштаб репрессий по Гаюну, похоже, идет на сотни жизней простых белорусов. Только в одном Брестском СИЗО находилось не менее 50 человек. Можно только представить истинный масштаб трагедии. Это про этих пару человек говорил серый кардинал Добровольский, когда оправдывал Матолька. Может, лучше господин Добровольский расскажет, сколько денег было потрачено Матолька и компании на проект «Гаюн»? И какие сейчас финансовые отношения у Матолька с инфоповодом или Изонс? Или это стандартная бизнес-модель для грантоедов? Получить европейские деньги, чтобы сливать данные белорусов режиму? А потом кричать: «Ай-яй-яй, режим усилил репрессии, дайте еще денег!» И продолжать делать это же по кругу? Мы будем держать фокус внимания на этой теме. Снова насмешил на этой неделе Денис Кучинский, помощник Тихановской по дипломатическим вопросам. На этот раз была анонсирована громкая встреча с помощником самого Венса, вице-президента США. Но на деле это оказалась встреча с помощником помощника Венса. То есть это где-то в лучшем случае 4-й уровень, если считать от Трампа. И снова было много красивых фотографий и громких слов. О реальном влиянии офиса даже на белорусскую повестку правильно высказалась политолог Алина Харисова в интервью одному из белорусских СМИ в эмиграции. Когда ей задали вопрос о том, могут ли влиять наши демсилы хотя бы на списки политзаключенных, которых режим выпускает в рамках договоренности с американцем. Еще один любитель футбола из офиса, господин Лебедько, тоже решил на неделе попиариться на теме политзаключенных. И решил повторить тему, озвученную господином Латушко пару лет назад. А именно, предложил обменять себя на белорусских политзаключенных, включая своего сына. Да, если тут кто-то не знал, у Лебедьки действительно сидит сын за донаты. Понятно одно, что это популистское заявление, как и в свое время у Латушко. Такие люди, которые сливают протестный потенциал белорусов режиму здесь, в эмиграции, нужнее. На сегодня это, пожалуй, все, о чем мы хотели рассказать на этой неделе. Судя по инфоповодам, следующая неделя будет богата на события. Видимо, наши демсилы еще не увидели дна и продолжают копать дальше. Не забывайте подписываться на наш канал. Делитесь видео со своими друзьями. Ставьте лайки и обязательно оставляйте комментарии. Ваш голос, который украли в 2020-м, должен быть услышан здесь и сейчас. С вами был канал Не Бегаю. Скоро увидимся.